Помнишь, я в прошлом видео рассказывал, что для верхней части тела я использую Ubix Solver, и у него был недостаток, когда ты вытягиваешь руки за пределы мэша, то руки не вытягиваются. И я сказал, что попробую его модифицировать. Что ж, давай теперь я вытяну руки. И руки удлиняются. Они следуют ровно за контроллерами. Вот это вот мощь, да? Или я могу еще присесть, так как нижняя часть еще ничем не управляется. Я присяду, и руки вытянулись. Что ж, давай разберемся, как это работает. Для начала мы завели переменную armStretching, то есть хотим ли мы растягивать руки или нет. И если мы хотим, чтобы вытягивались руки, нам необходимо рассчитать, насколько их нужно вытягивать. Если рука вытянулась больше, чем на это значение, то мы включаем соответствующий флаг, который позволяет растягивать соответствующую руку. После того, как мы узнали, хотим ли мы растягивать соответствующую руку, нам необходимо узнать, насколько сильно ее нужно растянуть. Сначала мы узнаем отношение текущей длины к естественной и ограничиваем ее максимальным масштабом. Дальше мы распределяем растяжение в зависимости от настроек. Мы больше растягиваем в плече, либо мы растягиваем больше от локтя. После того, как мы получили нужное значение, мы интерполируем это значение, чтобы растяжение выглядело очень резким. И все эти расчеты применяются для левой и правой руки. После такой модификации Ubix Solver становится мощным инструментом для настройки верхней части тела. Что ж, когда я закончу с Full Body ИК, то есть верхней и нижней частью тела, а также конечностями пальцев, я попробую упаковать Ubix Solver в плагин и выложу на GitHub. Так как Ubix Solver — это open-source решение, я его буду тоже распространять бесплатно. Так что подписывайся на мой канал, если тебе интересна VR-разработка в Unreal Engine, я там делюсь полезной информацией.